Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Тема сегодняшнего видео – прошивка шестигранных отверстий и прошивная головка. Почему я решил именно прошивать шестигранные отверстия, а не сверлить, я обязательно расскажу. Ну что ж, за работу! Как обычно, прежде чем приступить к работе, я создал трехмерную модель того, что собираюсь изготовить. Получилась вот такая вот прошивная головка. Идея это не моя, есть заводские, можно купить, но они не очень дешево стоят. Да и самому сделать интереснее. Чем-то напоминает простой вращающийся центр. В целях экономии материала решил сделать основную деталь сварной из двух частей. Для того, чтобы видео не получилось очень длинным, на простых операциях заострять внимание я не буду, а наиболее значимые и интересные постараюсь рассматривать более подробно. Мой токарный станок это ИТ-1М, станок из военного Конго. Много к нему вопросов как по конструкции, так и по исполнению. Порой встречается откровенный брак, но есть у него и свои плюсы. Один из которых разные приспособления заводские, которые шли вместе с ним. Фрезерное приспособление я уже показывал. А вот такое вот еще не показывал. Приспособление, с позволения справедливости ради сказать, использую я его впервые. Раньше не было такой необходимости, но для операции, которая предстоит, это приспособление просто незаменимо. Долго я думал, как зафиксировать мою деталь в данном приспособлении, и не придумал ничего лучше, как взять вот такой вот алюминиевый брусок и притянуть его болтами к приспособлению. Почему алюминиевый? Можно было бы и стальной, но в целях экономии материала решил использовать алюминий. Алюминий потом можно будет переплавить во что-то нужное. Проточил в этом алюминиевом бруске конус Морзе. Получилась довольно надежная фиксация деталей. Ну, относительно надежная, если смотреть на данное приспособление.
А вот теперь начинается довольно интересная операция, для исполнения которой необходимо было выточить вот такой вот маячок. Можно видеть все симметрично, без биения. Как я уже говорил, конструктивно данная прошивная головка очень похожа на простой вращающийся центр. Вся разница в том, что внутренняя ее часть и наружная расположены под небольшим углом. Вот это вот приспособление, установленное на токарном станке, как раз и позволяет сместить ось прошивной головки радиально относительно оси задней бабки и немножко наклонить ее вперед. По чертежам, которые я сумел найти в интернете, смог определить, что смещение должно быть примерно 1-1,5 градуса. Я решил использовать 1,5 градуса. Как получится в итоге, посмотрим. В итоге у меня получилось что-то между, примерно 1,2-1,3. Оно может и к лучшему. Решил оставить так, как есть. Ну что ж, деталь выставлена, остались пустяки, расточить посадки под запрессовку подшипников. Поскольку я, как всегда, не был уверен, что получится, прошивную головку я конструировал максимально просто. И, чтобы она была хоть как-то ремонтно пригодна, дальний подшипник, посадку его проточил по скользящей, а уже ближний под запрессовку молоточком. Следующая деталь довольно простая, поэтому ее изготовление я решил не показывать в целях экономии времени. Единственное, что изготовил я ее все-таки из двух частей, опять же металла пожалел, шайбу отдельно, а оську отдельно. Шайбу потом напрессовал.
Далее следует непосредственно сама прошивка. Вот это на 10 мм, по 10 шестигранник. Изготавливать ее не так сложно, как может показаться, если изготавливать ее из шестигранника. Я решил использовать уже проверенный 27-й калиброванный шестигранник. Здесь я не буду использовать даже фрезерную приспособу. Зажимать буду непосредственно в резцедежку. Главное установить этот шестигранник относительно поверхности патрона под углом в 2,5 градуса. В результате получилась вот такая вот довольно красивая прошивка. Теперь осталось ее только закалить. Помимо прошивки под 10 шестигранник я сделал еще на 17 и квадрат на 13. Все, что я планировал выточить, я выточил. Теперь наступает момент испытаний. Для того, чтобы испытать эту прошивную головку, я решил изготовить болт М12 с внутренним шестигранником. Там как раз шестигранник на 10. Если не знать, то может показаться, что прошивка подходит к детали под прямым углом. На самом деле за счет небольшого смещения углы шестигранника работают не все сразу, а по очереди. За счет этого усилие давления на прошивку, ну как пишут в интернете, на 80% меньше. Получилось изготовить вот такой вот болтик. Делал я его по образцу. По-моему, очень даже похоже. Единственное, что не блестит. Для дальнейшего испытания я решил изготовить торцевую головку.
С одной стороны у нее будет внутренний шестигранник на 17, а с другой квадрат для трещотки. По сравнению с 10-м шестигранником, на 17-й приходится прилагать усилий ощутимо больше. Туда его обтачивать не надо, глянь. Шикарно. Как ни удивительно, но получилось прошить довольно неплохой шестигранник. Это при условии, что прошивка сделана из точно такого же шестигранника. А теперь прошивка квадратного отверстия на 13. Площадь, которую необходимо срезать в данной прошивке, будет в 1,5 раза больше, чем у шестигранной прошивки на 17. Честно говоря, это было очень непросто, но прошить квадратное отверстие у меня получилось. А вот как раз сейчас бы я хотел объяснить, почему я решил именно прошивать шестигранник, а не сверлить. Да потому что сумма углов шестигранника в 2,5 раза меньше, чем сумма углов квадрата. Из данного эксперимента можно это видеть. А если вокруг окружности, в данном случае 10 мм, построить квадрат и посчитать сумму углов, получится 21 мм. А если построить шестигранник и посчитать сумму углов, получится всего 8 мм. Поэтому прошивать довольно-таки выгодно, на мой взгляд. Как это ни удивительно, но все-таки получилась довольно неплохая прошивная головка. Меж тем она является еще и универсальной, потому что пригодна для работы не только на токарном, но и на фрезерном и на сверлильном станках. Принцип работы тот же самый, поочередное давление на углы шестигранника. Единственное, что здесь на сверлильном станке это осуществляется за счет вращения самой головки. Итак, подведем итоги. Что было сделано? Была изготовлена вот такая прошивная головка, 3 прошивки. С помощью всего этого было изготовлено вот такой вот болтик с внутренним шестигранничком М12. Потом вот такая вот головка по образцу. Ну, внешний шестигранник я решил не стачивать, пусть будет так интереснее, оригинальный. В принципе, все довольно-таки точно, что удивительно. И вот этот 10-миллиметровый стальной пятачок тоже я прошил.
Это тоже довольно точно. К сожалению, материал оставляет желать лучшего. Вот шестигранник. Из одного куска шестигранника были сделаны эти прошивки, и вот эта вот головка. В принципе, получилось. Единственное, что они уже к концу стали подсаживаться. Местами вот на выходе чуть-чуть стало подрывать. Почему? С третьего раза у меня получилось это отверстие просверлить. Два. Первые были неудачные, то отверстие увело, тут немножко некачественно. Вот эти вот отверстия с прошлых видео, сверление треугольных и квадратных отверстий, посмотрите, кто не смотрел. В принципе, я считаю, что получилось все неплохо. А как считаете вы, друзья мои? Пишите в комментариях. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем творческих успехов. До новых встреч.